Что это тут интересное у России 23 вышло? Сразу лайк надо поздравить. Ну и, собственно, конечно же, ребятушек, всех моих подписчиков. Наши кролички ждут, что мы их покормим. Наступившим, да, уже, наверное, Новым годом, потому что будут люди смотреть в повторе. Поэтому давайте в самом начале видео мы, во-первых, поздравим ребят с России 23 канала. Желаем двум братьям такого же крепкого, так скажем, дружбы. На, сука! Взаимопонимания. Еще хочешь? На! Пример, ребята, образцово-показательный. Как надо дружить, понимать друг друга, двум братьям, да. Так что дружите так же, как они. Но не будьте как он. Бать еще нахуй, обзоры на эту хуйню снимают, блядь. Осуждаю. Вот, короче, давайте в комментариях друг друга поздравим. Напишите, откуда вы, и поздравим друг друга с наступающим или уже с наступившим, да, получается, Новым годом. Так, ну а сейчас всем приятного просмотра. Россия 23, новогодний стол 2023. Сразу хочу сказать то, что меня ждет. Ой, а горошек забыл, прикинь. Как всегда, я никогда не понимал, зачем столько наготавливают. Зачем в Новый год столько готовят? Ты можешь нет объяснить? Это же салаты все долгоиграющие. Понимаешь? Это ты представляешь, это вот сколько надо, я не пойму, съесть. Салат стоит, оливье, тазы целые готовят. Для кого? Для чего? Почему нельзя немножко приготовить? Вот сейчас многие в чате скажут, а это потому что гости начинают приходить. Все правильно, гости приходят. Плюс всегда тазик с оливье можно взять с собой. Согласись? 1-2 числа лень готовить, я все правильно, но там хватает до 7-го. Ты знаешь, как главное, вроде к холодильнику подходишь 6-го, он уже такой он слегка шипит, да, оливьешечка. Ты его так раз, немножечко так перевернешь, мазика добавишь, и вроде как и свежий. Нормально, да, я в тот год так отравился. Да, всем приятного просмотра, поехали. Вот, пожалуйста. На календаре 31 декабря, значит совсем скоро наступит Новый год. 2022 сменит 2023, тигра сменит кролик, Владимир сменит руку. Кто-то на этот праздник старается быть с семьей, а кто-то с друзьями, ведь, как известно, с кем Новый год встретишь, с тем его и проведешь. Это Владимир, парень, который, судя по всему, планирует провести весь следующий год с недовольным хлебалом. Новый год, во-вторых, у меня... Игра, не отвлекай меня, сука. О, доточка. На этих кадрах отчетливо видно, Владимир недоволен и просит нас хотя бы в Новый год прекратить съемку. Наша съемочная группа с пониманием отнеслась к просьбе парня. Ведь год был действительно тяжелым, поэтому в такой важный праздник мы просто обязаны перестать сомневаться и начать пилить новогодний контент. Меня зовут Вячеслав, стал еще на год красивее. Попытаюсь разобраться, почему характерная черта Владимира – быть характерным чертом. Традиционно в конце декабря... Вы заметили, что Владислав, он решил, короче, знаете, новогодний выпуск сделать особенно долгим, прям на 16 минут, знаете, такой, ну, что прям добивающим таким. Да, очень любит своего брата. Все погружены в новогоднюю суету. Кто-то занимается созданием елки, кто-то творит какую-то дичь, а кто-то совмещает эти занятия. Однако есть те, кто оставляет все новогодние... Самое главное забыл спросить. Я недавно, знаешь, что узнал? Я недавно узнал, что, оказывается, фильма «Елки» их уже сколько? 10? 9 частей. Сколько частей? У меня чуть глаза не вывалились. А я, оказывается, понял, что я всего 2 части смотрел. Представляешь, 9 частей уже наклепали. 9, Сережа. Представляешь, как из пулемета строчат. 9 сказали. Уже, я тебе говорю, я сам думал 8, а уже 9. Я не знаю, что, год, да нет. Посмотреть, может, сегодня в новогоднюю ночь или как всегда. Прости, Господи. Если хороший, я посмотрю. Новогодние дела на последний момент. Сегодня мы расскажем, как это происходит. У нас на прямой связи наш корреспондент Райан Гослинг. Нет, Вячеслав. Не смешно уже даже. Ну, не знаю, по мне прям Ор. Ладно. Орландо Блум. Орландо. Сорян. Все, просто конец года, я не вывожу, честно говоря. Как часто в наше время можно встретить людей, которые максимально откладывают новогодние хлопоты, занимаясь прокрастинацией, оставляя все на потом. Так называемые напотомственные прокраститутки. Сегодня мы расскажем об одном из представителей этой древнейшей новогодней профессии. Прокраститутки, блядь.
Ебанутые нахуй, какие прокраститутки, блядь. Что это такое нахуй? Это Владимир, профессиональный напотомственный прокраститут. Несмотря на то, что уже вечер 31 декабря, парень до сих пор не начал подготовку квартиры к Новому году. По словам Владимира, все из-за скопившихся за год важных дел. Слушайте, мне так кажется, что как-то вот, ну такое, да, насчет этого. Как-то вот у вас есть праздничное настроение? Чувствуется, нет? Что вот это вот? Хей-хей, блядь! Нет? Я не знаю, у меня такое ощущение, что меня вот сегодня пригласили ребята, с родными посижу, там заеду к ребятам, и мне кажется, я уже и спать лягу очень рано. Что-то как-то вот, как-то мы перестали это, да? Как-то вообще его и нет. Никакого праздника. Как-то, ну, салат и все такое, знаешь, как-то раньше это веселее, что ли, все было. Потому что год, наверное, тяжелый, 100% из-за этого, ну... Важная катка сейчас. Вот, Отъебись, важная пожалуйста, катка. ебёшь. Кстати, интересно, а какое количество людей играет в Новый год в компьютерные игры? Прямо в новогоднюю ночь. 100% есть такие ребята. Ну, типа, кому вообще? Ну, они послушали, сказали, о, ну и хуй с ним. И все, и ушли. Мне кажется, вот огромное количество людей. Мне бы тоже сейчас было бы лет 25, я бы так и сделал. Это просто вот эти семья, дети сопливые. Вот это начинается. Почему бы и нет? Он реально, он каточку в Dark Souls или в доточку взял, запилил, да и все. Мою любимую. Парень является профессиональным новогодним хореографом, исполнителем традиционного танца «Ща-ща-ща». Ща, подожди, все будет, блядь, заебал, все сделаю, нахуй. Кроме этого, фанатом песен любви «Я все Успенской», Все успею, заебал, блядь. а также любителем композиций Анны на лице Седоковой. Уже просто хуйню несешь какую-то, лишь бы доебаться, блядь. Очевидно, что из-за подобного пренебрежительного отношения к празднику Новый год в этом доме в опасности. И чтобы помочь Владимиру, наша съемочная группа решила провести масштабную Сейчас я знаю, какой вопрос. Сейчас, знаешь, срач начнется везде. О, смотри, сейчас будет тест. Готов? Смотри. Готов, да? Все, готовы? Все готовы? 3 блюда. Заметьте, я не спросил, кто откуда. Я не спросил, кто с Казани, кто с Дальнего Востока, кто еще откуда-то. 3 блюда, которые именно в вашем доме должны присутствовать на новогоднем столе. Любые блюда. Любые, неважно, что там, какие-то, допустим, бутерброды там со шпротами. Неважно что. 3 блюда. Не горячие, холодные, неважно что. Короче, вы без этого блюда не представляете себе Новый год. 3. Напишешь в комментарии. Интересно посмотреть. Вот у меня, я сразу за себя, знаешь, что скажу? Вот сразу оливье. Почему-то у меня устоялось вот эти шпротики, да? Вот так вот поджаристый хлебушек такой. И вот на них вот так вот шпротик и маринованный огурчик. Понял, да? Как-то вот почему-то устоялось. А 3, наверное, селедка под шубой. А, ну крабовый салат, да. И пюрешечка. Слушай, это уже 5. Представляешь, сколько общего? Напишите, интересно. Вы же за всей этой матушки-потаскушки с земли смотрите меня. Напишите, где, у кого, чего. Из-за бугра ребята сейчас напишут. Может, у них там тоже свои есть эти, как он называется этот? Утка там по-пекински, по-французски, по-чебупельски. Скажите, интересно? Правда интересно? Я почитаю. Лучше, как всегда, лайкну. информационную атаку. Владимир, скажите, какими, по вашему мнению, должны быть идеальные отношения с девушкой? Ну, не знаю, поддерживать друг друга должна. Ну, вместе все. То есть, по вашему мнению, в идеальных отношениях девушка должна поддерживать парня, так сказать, быть его правой рукой. То есть, у вас уже идеальные отношения, насколько я понимаю. Мразь. По нашей информации, в 2022 году Владимир по-настоящему влюбился в известную актрису. Девушка снималась в таких кинокартинах, как «Уэнсдей» и «Семейка Адамс». Парня привлекло, что она очень похожа на его нынешнюю пассию. У них схожи ногти, пальцы, запястья. Вау, у тебя, блядь, схоже. Это рука, нахуй, ебучая, блядь. По итогам этого года ремонт в квартире Владимира по-прежнему стоит на месте. Однако некие строительные работы все-таки производились. По нашей информации, парень лично возвел кожаные ступеньки от подбородка к шее. Однако после закрыл лестницу из подбородков на реконструкцию, прикрыв мохнатым баннером. Бля, что там с проводкой в хате происходит? Что это такое? Что это за паутина? А почему они не могут хоть эти... Пацаны, если когда-нибудь посмотрите этот видеоролик, напишите по-братски. Я уверен, что, ну, особенно мой любимый лысый, вот который вот братишка. Здорово тебе, кстати. Напиши, почему никак обои не поклеить? Блять, мне этот вопрос покоя целый год не дает. Почему нельзя поклеить хотя бы обои? Причем они уже стены-то подготовили. Вроде как. Уже ободрали даже. Чего мешает? Интересно. Это мишура. Какая мишура? Мишура. Артхаус. Это хаус барокко. Это хаус бомжокко. Ремонт я начал, вот только, блядь,
Ломаю, блядь, мусор выношу, блядь. Собираюсь сделать ремонт. Так, тихо. Напишите, парни, очень интересно. Очень интересно, потому что хатка-то где-то, главное, есть ремонт, а где-то нет. Интересно. Поклеить вроде 2 минуты. Сутки там, 2. Лофт. Лофт, блядь. Что? По нашей информации, в 2023 году Владимир планирует кардинально изменить свою жизнь и стать ведущим на телевидении. Из всех телеканалов парень выбрал 2, благодаря работе на которых он сможет полностью раскрыть свой потенциал. Дураки. Что? Не беси меня. В этот момент наша съемочная группа планировала выставить Владимира на Дроме. Однако на протяжении всего 2022 Опять, блядь. года мы публиковали его в приложении Дром. Но парня так не Подожди, а он его что, реально выставляет? Он реально брательника выставляет на дроме? Блять. никто и не забрал. Поэтому сегодня мы хотим Серьезно, он его выставляет? Блять, почему я даже не удивлен? попробовать пойти другим, более красивым путем. Алло, здравствуйте. Здрасте. А можно приехать посмотреть вживую? Нет, я не ваш бывший, хватит сюда звонить. Ой, Вячеслав, извините, опять показалось. До До свидания. свидания. Еще русский выучила зачем-то. Приложение Дром было выбрано не случайно, ведь там самый большой выбор живых, реальных предложений. Алло. Нет, вы посрались не со мной, а с Джонни Деппом. До свидания. Посрались. Нашей съемочной группе удалось поднять Владимира и заставить его начать убираться в комнате. Пылесос хороший, мне такой же нужен. Просто катка кончилась, и я, блядь, сказал, что уберусь. Владимир занялся тщательной уборкой к празднику. В очередной раз он Зался ли пытается делать керхеровский квартиру пылесос? все чище Керхеровский пылесос? и чище, стараясь превратить ее в чистилище, чтобы создать домашнюю атмосферу. Чистилище твою ебальника, нахуй, организую сейчас. Владимир, Керхеровский скажите, как вы пылесос, смотрите нихера себе. на новогоднюю перестановку? Может, что-то местами поменяете? Охуя, блядь, на старых стоит нормально, блядь. На старых стоит нормально. Владимир процитировал Прохора Шаляпина и Ко, блядь, Шаляпина, долбоёб. Владимир не раз делал отсылки к Прохору Шаляпину. Дело в том, что из-за долгого отсутствия девушки парень начал разделять его взгляды и тоже решил активно развиваться в популяризации бабулизированных отношений. Все потому, что Владимир устал от одиночества. А кто такой этот Шаляпин? Это этот самый главный бабкоеб, который перехватил первенство у самого Максима. У Максима. Да, сосед мой. Тоже любит это. Курагу. За курагу. Блять. Какая мерзость. Помыться захотелось. И уже готов на любой антиквариант. Чего, нахуй? Теперь убирай сам, блядь. Владимир завершил уборку и приступил к созданию новогодней атмосферы в квартире. Первым делом парень достает новогодние украшения. Бануться, что за хуйня тут творится, блядь? Владимир переговорил с жителями Нарнии и отправился в комнату. Первым делом парень украшает стены мишурой. В планах у дизайнера создать на стене надпись «С Новым годом». Однако в процессе он осознал, что лучше сделать это в сокращенном варианте. Да, хотел СНГ, поменьше сука, ёпта. сделать, в итоге СНГ какое-то получилось там. Владимир процитировал Горбачева и продолжил украшение Бля, я не буду это комментировать. комнаты гирляндами. В новогоднем арсенале Владимира много интересного. Елочные игрушки, гирлянды, мишура. Один уже сделал, поменьше. До сих пор разгребаем. И самое любимое украшение парня – золотой дождик. Он символизирует прогноз погоды в комнате надо, на будущий не год. надо. Постоянные ночные осадки неизбежны из-за близкой дружбы с Дмитрием. По нашей информации, они пройдут... Ебал, нахуй. Золотой наушник, блядь. Ебала, сука, бесячая, блядь. Владимир агрессивен, несмотря на то, что сегодня праздник. По нашей информации, парень нервничает, потому что входит в Новый год с долгами. Как нам удалось выяснить, в середине 2022 года Владимир взял в долг круглую сумму своего брата и до сих пор не вернул. Это подтверждает аудиосообщение, в котором мошенник дрожащим голосом умоляет занять ему денег. Славян, слушай, тебе не будет косарика, да, завтра-послезавтра? Владимир – гениальный мошенник. Чтобы избежать возвращения долга, он несколько месяцев разрабатывал план. Парень старался вести себя максимально незаметно и, не выходя, сидел в своей комнате, но из-за сидячего образа жизни, наоборот, становился только заметнее. После того, как он увеличился в размерах, в его голову пришла гениальная идея – сменить внешность и обнулить Ты представляешь, с таким брательником жить?
свои долги. Все, что ему оставалось, добавить последний штрих, который бы кардинально изменил его внешний вид до неузнаваемости, перевернув все с ног на голову. С ног на голову и была произведена пересадка. Именно тогда лысеющий худощавый должник Владимир исчез, а веселый бородатый толстячок Вовка входит в Новый год без долгов. Я расследовал. Че нахуй ты расследовал? Важным элементом украшения комнаты является установка елки. Первым делом парень определяется, где именно она будет стоять. Кстати, у вас живая елка? Или какая? Или искусственная? А? Блин, мне кажется, сейчас все, наверное, живую. Нет, хотя, подожди, наверное, все наоборот искусственную. У меня искусственная дома. Поставьте лайк, у кого живая елка. Слушай, надо посмотреть. У нас, может, тоже на следующий год. И елку жалко. Потом, блядь, в сугробах стоят. Все без иголок. Сосед, дурак, с балкона прям выкидывает. Втыкается каждый раз. Причем я из дома в дом переехал, а елка также втыкается. То есть он тоже вместе со мной переехал. Для того, чтобы ее выкидывать из окна. Ну, сука, так очень ловко это делает. Живая каждый год новую ставим. Слушай, ну, наверное, 50 на 50 на самом деле. Кто-то летом выкидывает. В смысле, подожди, почему? Нет, давайте разбираться. А почему это мы должны? Мы, обычные работяги, да, должны, покупая елку, якобы по велению женщины, там, мамы, там, жены, еще кого-то там, да, якобы мы должны ее выкидывать. Мы должны полностью насладиться елочкой. И елка должна быть выкинута не раньше, чем в мае. Понимаешь? Потому что именно тогда ей можно насладиться полностью. Не, а нахера разряжать? Согласись? Ну зачем ее? Она стоит и стоит. Кому она мешает? Без иголок это не важно. Но она напоминает о праздничном настроении. Так что до мая, ребята, спокойно пусть стоит. Мы что, деньги зря заплатили? Пусть максимально развивается и выжимает, так скажем, из себя все, что можно, все соки. Все. Спокойно, до мая елку не разряжаем. Принципиально, блядь. Стариночки вот здесь заебенят, но только ты ронять не будут. По словам экспертов по фэн-шую, елка в правильном месте может помочь в достижении цели. Я, блядь, знаешь сколько? Я в Клину, в Подмосковье живу. Знаешь, чего у меня есть? Говорю, ёпта, вот это я дурак. У меня фабрика древнейшая елочных игрушек. Еще с времен... Там какой-то шарик есть, блядь, со времен, когда еще Макар гусей не пас. Ты понял? Думаю, дай зайду, куплю несколько шариков. И там типа можно даже шарик самому сделать. То есть она учит там, как выдувать его, вот это, да? 700 рублей шарик. 701 шарик. Я говорю, это чего это такое? Она мне говорит, ну это если простой. А если с изысками, еще при вас его распишут, то 1200. Шар новогодний, блядь. Шар новогодний. Я говорю, нахуй оно мне это надо? Я взял на Озоне, ёпта. Килограмм их купил. Мне привезли на 5 елоках. Я их везде развесил по дому. Все. Отдал 300 рублей. Еще этого золотого дождика заказал. Везде теперь золотой дождь. И везде все. К примеру, елка в центре Украшения я имею в виду. комнаты приносит удачу, а в левом дальнем углу богатство. Владимир каждый год ставит елку только в правый угол. Как нам удалось выяснить, по фэншую елка в правом углу комнаты помогает забеременеть. 3 года Владимир пытался добиться эффекта, и вот уже на 3-й год у парня начал расти живот и грудь. Все благодаря тому, что он по фэншую ставил елку и не по фэншую ставил пиво. Очень много пива. Ебешь нахуй. Чуть поправился, блядь, ничего страшного нахуй. И вот парень приступил к украшению елки. Шарики эти заебывают, постоянно путаются нахуй. Владимир рассказал о своих проблемах из-за... Ты видел, что мне вот этот ваш блядский ТикТок? Знаю, что вам всем нравится, когда я видео останавливаю. Знаешь чего? Зашел я в ваши эти тики-таки. Детство мое, блядь, сломано. Психика моя теперь сломана. Удалил к ебаной матери этот ТикТок. Знаешь почему? Знаешь почему? Сказать? А ты знал, что вот этот шарик держишь? Вот это вот пимпочка такая. Вот она. Я тебе сейчас, блядь, покажу. елки. Смотри, Шарики смотри. эти заебывают, Смотри, постоянно другалечек. путаются нахуй. Опа! Вот эта пимпочка. Мы вот сюда всегда ниточку, да, приделываем? Ты вот связываешь. Ты вообще знаешь, для чего эта пимпочка? Знаешь, для чего? Ее надо вынуть
Шарик к веточке поднести, блядь. Пимпочку запихнуть, и она закрепляется. Мне 35 лет, я только в этом году об этом узнал. Ты представляешь? Я когда увидел, у меня слезы на глаза навернулись. Знаешь, как обидно стало? Я всю жизнь на эти веревочки вешал, которые вечно обрывались, падали. Я за эти шарики получал. Вот теперь живите с этим. Угу. Вот теперь живите с этим, так же, как и я с этим живу. Угу. Чего? А вот ничего. Все, вот теперь живи с этим. Вот тебе, вот 2023 год, ну то все, начало, блядь. Все, шок просто. Владимир рассказал о своих проблемах из-за интимной стрижки и продолжил. Заебал интимная стрижка. У тебя, блядь, интимная стрижка на лице, на. Украшение комнаты завершено, а значит настало время приступить к финальному этапу подготовки. На протяжении года Владимир постоянно работал над созданием уникальных кулинарных шедевров. Под конец 2022 года парень планирует создать финальное коронное блюдо. Коронное блюдо это этот, нахуй, суп с летучей мышью. Я, по сути, еду всю готовую взял, просто олигарху сам хочу ебануть. Создание Да-да-да, фирменного с летучей оливье мышью. стартовало первым делом. Один уже нажрался летучих мышей. Устали потом по домам сидеть эти вакцины во все щели себе колоть. Отставить жрать мышей летучих! Делом парень выкладывает основные продукты. Для создания идеального вкуса кулинар тщательно отбирает каждый ингредиент. Я только единственное, нахуй, сосиски дешманские взял, блядь. В салате все равно нихуя не чувствуется, какая разница. Готовка оливье. Ой, ну это просто, это сейчас, блядь, за живое. Это за живое. Это сейчас я вам все расскажу. Готовы, да? Сука, сейчас у меня... Готов? Сейчас я тебе такую жизу заряжу. Кто постарше особенно, вы никогда не задумывались, знаете, на какую тему? Я тебе сейчас скажу. Вот вы не задумывались, почему, блядь, в крабовый салат... Ну, понятно, что это не крабовые палочки, а там это море, вот эти вот. Рыба там какая-то самая дешевая с ароматизаторами. Почему всегда в салаты покупают самое все дешевое? Если ты же потом это ешь. Вот ты не задумывался, колбасу, давай докторскую купим. Не, давай купим подешевле, сон в салат пойдет. Блять. Давайте крабовые палочки возьмем вот эти за 200, не, давай за 90 по акции. И вот каждый раз вот это вот. Каждый раз. А знаешь, что потом? Ну, снова, говорит, майонезом заправишь, ничего не понятно будет. Вот как вот так вот? Не всегда. Это у вас, у буржуев, не всегда. А у нас обычных. А у нас Лучше пропустить эту тему. Короче, у меня ничего не поменялось. От того, что я обычный, необычный. Короче, осталось все так же. Те же самые дешевые крабовые палочки. Хватит это терпеть! Даешь по 200 рублей хотя бы крабовые палочки. Сколько можно? Колбасу еще какую-то самую дешевую туда набубенит, потом сидишь. Как у меня горит пукан! Оливье традиционно начинается с варки яиц и овощей. Яйца сварились, надо уже морковку засовывать. У меня яйца сварились, надо уже морковку засовывать. Владимир записал новогоднее обращение к женщинам России и Бесишь меня, блядь. Пока овощи готовятся, Владимир решил ненадолго отойти от готовки и заняться своими прямыми обязанностями, а именно закидывать уголь в топку. Ты заебешься своим чертом, блядь. Это чтоб на утро синьки не было, блядь. Хуёво. Овощи готовы, и Владимир приступает. А что он такое... А что он такое закинул? Что это такое? Кто шарит? Уголь, что ли, активированный? Чтоб от синьки плохо не было, заранее пьют активированный уголь? Чего? А как он помогает? Подожди, он же от того, чтобы не сраться. А? Нихера себе, лайфхакер. Впервые слышу, я сам первый раз слышу, брат. Что это такое? Это от чего он может помочь? Там потом так закупорит. Наоборот, надо дать ход, так скажем, вчерашним салатам, дабы заправить новые в топку. Кого он? От каких токсинов-то? Ты что там, реактивную смолу, что ли, жрешь? Минус токсины лишние. Какие токсины-то у вас? О боже, блядь. Он закупорит, потом будешь пальцем ковырять. От отравления. Это вы что собрались жрать-то на Новый год? Ёпта. О боже. Нарезки. Существует много видов Блядь, иногда чат прочитаешь, глаза на лоб лезут. нарезки. Токсины? А от чего токсин-то? Алкоголь токсины. Ну ты не пей, ёпта, за 80 рублей чекуны-то эти не пей. Возьми хотя бы за 150-то купи, может, хоть жив останешься. Продуктов кубиками, кружочками, соломкой, а также уникальная, разработанная Владимиром новогодняя нарезка в мясину. По словам парня, сейчас он дорежет овощи, а после сам нарежется в мясину до состояния овоща. Алкаш, что ли, блядь, нарезаться?
Ну, когда все соберутся, а ты, блядь, пить не будешь. Я не буду. Владимир завершил нарезку продуктов. Следующий этап – заправка салата майонезом. Парень настолько гениален на кухне, что в процессе создания оливье придумал еще одно блюдо. Салатика откладываешь немножечко. Без заправочки, главное. И на утро окрошечка охуенно есть. Оливье готово, а к Владимиру начинает Окрошечка на утро. Почему я никогда на эту тему не задумывался? Так это же готовая окрошка. Блядь, сейчас домой поеду, надо кваску зацепить, заехать. Сука, гений. Ну, близко, ладно, к окрошке. приходить С кефиром? О, сейчас срач еще один. Да, welcome to комментарии. Вот с чем окрошка вкуснее? С квасом или с кефиром? Поехали, да воцарится срач. Сейчас, смотри, начнется там внизу. Видосик выйдет, тут порвет всех. Сейчас, смотри, начнется. Сейчас в комментариях там войны начнутся. А вот кто-то говорит вот с квасом, а кто-то вообще не знает даже, как это с квасом можно пить. Со сметаной, со пяском. Жопа у тебя не слипнется, нет? Со сметаной. С минералкой. С чем? Не, ну понятно, казахи, он пишут с кумысом. Они все с кумысом едят. Первое, второе, третье, компот. Все, везде кумыс добавляют. С какой минералкой? Мидас, ты как откуда-то вот нахватаешься вот этих вот своих штучек. Вот эти вот с минералкой. Прекратить. первые гости. Ебал ты в натуре нахуй своей камеры, блядь. Уже гости приходят, снимаешь хуйню. На протяжении 2022 года Владимир постоянно выражал недовольство работой нашей съемочной группы и даже однажды захватил нашу студию. Этот, блядь, долбоёб нахуй. Причесывается опять. Здорово. Ну, привет. Давай я ебану. Все черти, потому что они черти. Ведь у них нет девушки, потому что они черти. У нас на прямой связи Джейк Джилленхол. Ой, это Владимир, да? Извините, перепутал. Такая же у вас, блядь, залупа. Неудивительно, что тогда Владимир заметил свою схожесть именно с Джейком Джилленхолом, главным героем фильма «Горбатая гора». Однако все выплески агрессии Владимира не случайны. Наша съемочная группа полностью понимает, что мы доставляем парню некий дискомфорт. И для того, чтобы загладить свою вину, мы решили сделать ему настоящий достойный новогодний подарок. Ого! Что? Владимир очень рад получить в подарок современный телевизор, ведь он давно мечтал о большом экране. Сука, ебать он огромный. От души, давайте, блядь. Давай как-то в камеру, наверное. Нашей съемочной группе не составило труда Не шутя. сделать Владимиру такой дорогой подарок. Тем более за это мы сами получим хороший кэшбэк, оформлением которого мы займемся прямо сейчас. Даже если в жизни ты жирный черт с бобром на лице, с телевизором Realme Smart TV S-LED 4K ты можешь в одну... Вот вы, бля, и попались. Все, приехали. Все, ребята, все. Сейчас я вам, ёпта, расскажу, як я вчера телевизор матушки выбирал. Ох, бля. Готовы? Прихожу я в это ваше Эльдорадо. Говорю, здорово. Телевизор мне можно? 75-й. Говорю, во всю стену, чтоб, блядь, порвало. Он говорит, конечно. А до этого, друг мой, дурачок Сашенька, ну, как всегда, с Москвы, говорит, купи, говорит, LG, говорит, OLED Q Quattro Circle Plus, блядь. Ебать, говорит, включишь просто, ну, такое изображение. О, ну прям, блядь. Я говорю, есть у вас вот этот телевизор? Он говорит, есть. Пойдем. Прихожу я, блядь, к этому телевизору. Он говорит, бери, друг, бери, не пожалеешь. Везде ярлыки, лидер продаж. Супер, блядь, Quattro, турбо, 8К, 4х4, G-Drive, блядь, актив, Pro, максимум. Ёб твою мать, я говорю, а что это за цифры внизу написаны? Он говорит, а это его цена. 360 или 380 тысяч. Я говорю, мы чё, блядь, покупаем? Кого? Я говорю, это телевизор. Я говорю, это чё это, блядь, за цена? Он говорит, есть еще одна новость. Продавец говорит, есть новость чудесная, что на фирму LG гарантия, говорит, сегодня у нас уникальная, блядь. Я говорю, какая? Он говорит, 0 дней, потому что фирма LG сказала всего хорошего.
Я говорю, ты что, конченый? Я говорю, нахер ты меня привел к этому, блядь, к этой... Я говорю, ты что бесишь, говорю? Давай, говорю, меня веди тогда к Самсунгам. Он говорит, говорит, Самсунги наш конек, блядь. Подхожу к Самсунгу, 80-я диагонали, ёб твою мать, 80-я, за 3 дня не объедешь, блядь, как бывшая моя. Я говорю, сколько? Он говорит, уникальное предложение 410. Это, говорит, пик, блядь, самый последний, супер матрица. Можно смотреть спереди, сбоку, сзади, с наскоку, с-под низу. Всегда идеальное качество картинки. Можно подключить одну плойку, вторую плойку, третью плойку. Можно раздать Wi-Fi, можно, блядь, систему самоотсоса включить. Все там есть, блядь, в этом телевизоре. Я говорю, цена. Он говорит, 420, блядь. Я говорю, мы чего? Квартиру покупаем, тварь! Я говорю, какие нахуй 420, блядь? Он говорит, так на этот телевизор тоже есть уникальное предложение, 0 дней гарантии. Я говорю, ты что, мудак? Я говорю, а если он погаснет, а если с ним что-то случится? Он говорит, все очень просто. Есть гарантия от магазина. Я говорю, ну слава богу. Я говорю, ну вот хоть что-то хорошее. Он говорит, да, 2 недели мы рассматриваем, 5 месяцев вы с нами судитесь, в итоге, может быть, вы получите какие-то свои гроши. Я говорю, ой, ты тварь, а. Итак, консультант. Консультант — это кролик. Он белый и пушистый. И должен уметь делать 2 вещи. Быстро бегать и сильно, еще раз повторюсь, сильно любить клиента. Я говорю, а есть что-нибудь, ну реально хорошее? Он говорит, уникальнейшее предложение. Только сегодня и только для вас есть дочерняя компания какой-то Gridlight, блядь, которая выкупила в свою очередь Philips, которая в свою очередь является дочерней компанией, блядь, Русавтопрома, которая в свою очередь, сука, еще что-то выкупила, и в итоге они производят телевизоры аж с 1960 года. Я говорю, ты можешь русским языком сказать, сколько телевизор стоит? Он говорит, 115 тысяч рублей. Я говорю, вот это наш конек. Он говорит, 2 года гарантия. Кроме удара, говорит, кулаком в экран, мы, говорит, сразу забираем телевизор и берем у вас другой, если вы, говорит, просто туда не влупили кулаком. 7 тысяч, говорит, доплачиваешь и можешь делать с ним, что хочешь. Я говорю, я вас услышал. Ровно через 2 года, за 1 день до этого, он у меня случайно, совершенно случайно начнет моросить. Что, я зря 7 тысяч, что ли, переплачивал? Но они еще об этом не знают. Они не знают, с кем связались. Вот, в общем, купил я телевизор, все довольны, матушка довольна. Мне этот ваш Samsung с LG, он мне и нахуй не нужен. Все. Нечего было тут, блядь, устраивать нам. Ага. 420 тысяч телевизор. Да ты представляешь, у меня мелкий, блядь, подойдет вот этот вот маленький, вот этот вот 2-годовалый. Он знаешь, что сделает с этим телевизором? Знаешь, что он сделает? Он сделает вот так. И все! Нету у тебя больше телевизора. Ничего у тебя больше нет. Ни телевизора, ни денег, ничего. А вот за 100 хоть не так сильно обидно будет. Да. Продолжаем просмотр. Фух, отпустила. Извините, я просто вчера, у меня аж пуканчик мой взорвался. Да, поехали. Ну секунду превратиться в жирного черта с бобром на лице с телевизором Realme Smart TV OLED 4K. Разрешение экрана у этого телевизора 3000... Да, 5000! Я уже вчера наслушался ваши эти, блядь, Redmi. Блядь, качество все равно охуенное. Долбоёб, блядь. У Владимира все готово, совсем скоро придут гости и начнется празднование Нового года. Так как события будут развиваться очень быстро, мы решили пригласить нашего уже постоянного гостя, обозревателя новостей из мира большого черта, большого спорта, человека в шикарной рубашке и с потрясающим парфюмом. Вячеслав, вам слово, пожалуйста. Добрый вечер, меня зовут Вячеслав, нас Вайп от Губерниев. Мы только начали и сразу самая красивая передача, которую я видел в своей жизни. Давайте посмотрим повтор.
Ты серьезно? Тут сразу видно, еще молодой, неопытный. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте всем! Сегодня мы находимся на канале Hardplay. В прямом эфире мы можем посмотреть замечательный канал «Россия-23», за которым мы внимательнейшим образом понаблюдаем за двумя братьями и о том, как они накрывают на стол. Посмотрите, какой панч от одного брата переходит к другому. Опасный момент. Посмотрите, он нападает. Им приносят огромнейший телевизор Redmi, получают за рекламу. Опасный момент! Удар! Мимо! Продолжаем. Да, это самая красивая передача, которую я видел. Ну что ж, осталось буквально... Ребят, извините, у меня что-то с возрастом, у меня это накатывает время от времени. Прошу прощения, у меня... Вы знаете, я сам стал замечать, я порой также ночью просыпаюсь, я поэтому уехал в частный сектор, потому что очень стыдно. 2 часа основного времени 2022 года нас ждет суетливая ночная беготня Владимира по дому, так называемый черночный бег. Первым делом к команде Владимира присоединился его друг Дмитрий, и парни сразу приступают к разминке. Блядь, они прям на кухне, что ли, отмечают? Они прям реально на кухне. Передача на Владимира, он жестко принимает на грудь, но Дмитрий помогает смягчить передачу. После разминки парни приступают к традиционному столопереносному силовому экстриму. Бля, мне неудобно, когда ты сзади, давай поменяемся. Мне неудобно, когда ты сзади. Владимир хочет сменить пассивные действия на активные. Что ж, судя по всему, ребята этой ночью будут отрабатывать этот момент. Я, блядь, сейчас стол на тебя спущу, блядь, дебила. Перенос раскладного стола в большую комнату сейчас считается хорошим знаком, который говорит о том, что совсем скоро будет застолье и все будут что-то праздновать. Однако раньше все было иначе, потому что в каждый дом на любое застолье приходил он, стол-книжка. Тот, кого боялся каждый, маленький, большой, указательный, безымянный. В те времена фраза «идите, стол принесите» звучала как приговор. Жертвы стола книжки до сих пор с содроганием вспоминают те времена. Каждый раз, когда нас с братом просили принести стол, это был настоящий стресс для нас. Его боковые части стучали очень пугающе. Он ведь где-то у меня еще есть. Может, в гараже где-то стоит. Они буквально угрожали каждому пальцу на руках и ногах. До сих пор стук его боковых частей снится мне в кошмарах. Многие читали такие бестселлеры Стивена Кинга, как «Оно» и «Сияние». Но какими бы они ни были пугающими, все сходятся во мнении, что эта книжка самая страшная. Она буквально ломала судьбы и пальцы. 100%, да. Сука, а вот стол-книжка бы поместился. Сейчас Владимир с любовью вспоминает о своем мучителе, несмотря на то, что издевательства продолжались много лет. Все это не случайно. Дело в том, что парень стал очередной жертвой стокгольмского синдрома. О, нифига у них кошак, вот смотри. стол установлен, но новогоднее многоборье продолжается. На поле прибывает основной состав. Здесь как молодые, так и опытные участники новогоднего многоборья. Хуя ты набрал там. Капитан команды приступил к организации расстановки на поле, параллельно отправляя своего главного нападающего в атаку. Бля, причем вы заметили, вот этот вот Чанс Оливье, он, короче, из ниоткуда появляется. Он как-то, знаешь, как... Блять, он как, я не знаю, как проблемы в этом году, вот, которые уходят сейчас, или уже ушел. Он знаешь, он такой, опа, раз уже на столе. То есть, как-то вот вообще без него ничего не проходит. Как это происходит? Блять, всегда раз, херак, Оливье материализовался. Пока это все носит, наливай. Яса? Владимир выпускает на поле Оливье Жиру, пока все тупят, и переходит в атаку. Опасный момент, но Владимир справляется. Давайте посмотрим повтор. Да, это шикарная носочно впитывающая техника. Как говорил классик, ты будешь пить сок из моих носок. Команда приступает к традиционным проводам Старого года, и Владимир берет инициативу на себя. Ожидаемый заброс о том, что год был тяжелым, мы полностью согласны с ним. Владимир, действительно, весь год был тяжелым. Команда проводила Старый год, и Владимир переходит к планированию дальнейших действий. При помощи современных технологий парень моделирует позиции, которые он будет практиковать ночью с Дмитрием. Видимо, ребята хотят встречать год кролика как кролики. Хотя, по нашей информации, для такого ночного марафона у Владимира кишка тонка. Ты заебался, иди, что за мной ходишь, сука? И вот кульминационный момент наступления нового 2023 года.
Слушай, я только сейчас задумался. Ты представляешь, вот сколько у нас? 8, да, часовых поясов. Представляешь, сколько раз люди вот за буквально вот несколько часов вот это скажут. Вот это, о, ёпта, о, в каждой квартире. В каждой квартире вот это, о. Слушайте, я сегодня обязательно дождусь, знаете кого? Я сегодня обязательно дождусь этого. Ну, ты знаешь его, ну ты знаешь кого, блядь. Вот это вот, когда куранты бьют, да? Вот это вот. Вот он, куранты, они, знаешь, такие, они только пробили, да? Только пробили. Вот он, тара-тара-тара-та. И вот это, раз, и уже за окном. Вот этот самый первый. Вот этот нулевой пациент, вот этот вот, который, бля, он сидит в шапке, в ботинках, он на балконе прям сидит, ждет, понимаешь, то есть он прям сидит, говорит, давай, я буду первым, вот это вот, понял, да? Вот этот вот 12:00:0001 на часах, все, он уже запускает салют. Я не знаю, как он это делает, понимаешь? Чего? Посмотри обращение. Я, знаешь, после тут недавних обращений как-то перестал телевизор смотреть. Я что-то расстроился в нем. Знаешь, что-то вот так смотришь, думаешь, и как-то вроде без телевизора нормально, да? Живется, да. Да. Что-то давненько я там не слышал, что вот я, знаешь, так вот телевизор включаешь, да, вот так вот включил его, да, а там, знаешь, говорят тебе, ребята, мы долго думали всей нашей дорогой Государственной Думой и решили сделать подарок нашей замечательной стране и жителям. Налоги в этом году может никто не платить. Цены на бензин упадут в 2 раза. Ну и, конечно же, мы победили коррупцию. Все, все, там достаточно. Больше не надо, все там, то есть, это хватит. В смысле? В смысле осторожно? Я же просто я мечтаю об этом, это моя мечта. Это же мечта моя. Понимаешь? А у нас сейчас, вот я предсказываю, сейчас скажут, вот этот вот год, вот этот, вот был сложно. Но вот следующий, это вообще... Наша съемочная группа обязана прекратить работу, так как Владимир дошел до состояния, в котором его агрессия стала выглядеть мило. Вот и наступил Новый год. 23-й сменил 22-й. Майкл Джордан сменил Дзюбу. Наша съемочная группа искренне верит, что мы оставим в прошлом году излишнее самолюбие и начнем прыгать выше головы, а не держаться за нее, как в прошлом. С Новым годом! Вячеслав, пока у Владимира нет девушки, он продолжит год Дзюбы специально для России-23. Пойдет, как говорится, ребятки нас порадовали, за что им огромное-огромное спасибо. С Новым годом вас, как говорится. Да, кстати, ты знаешь о том, что... ты не знаешь, а я знаю. Ты в курсе, что к Новому году... Спасибо за донатики, ребят. Что к Новому году я тебе, знаешь, чего приготовил? Мы 2 года вообще-то коллекцию мерча не обновляли. Знаешь об этом? Нет. А сейчас целую линию одежды запустили. Хорошую. Да, только вот качество, вот эти ткани, не ткани, вот это все. Сегодня только запустили, да. Вот тебе Русмидас кидает ссылочку. Только обязательно регистрируйтесь, потому что я вам там столько сидел, придумывал. Всякие вкусности вам, всякие бонусы, не бонусы. Там знаешь, сколько всего напридумано? Да. Так что пока размерчики есть, все есть. И предзаказы для особо, как говорится, плотных. Понимаешь? Особо толстеньких. Я про вас не забыл. Не забыл про вас в этот раз. Делайте предзаказ, пишите, чего вам надо. Какой размер, чего. Хочешь 20 XL сделаю? Да. Так что все, дерзай.